Всем привет! Это продолжение видео по окрашиванию торцов красками Orly от Kendo Farben. Сегодня мы тестируем грунт филлер BT и краску Orly серии SL глянцевую черную. Как и в предыдущей части, я подготовил 3 образца, с которыми будем работать. Первый образец — это растишка с полированным урезом, потом один слой ременной кожи, торец я срезал и немножко зашлифовал наждачкой. И третий образец — это склеенные кожи, нижний слой ременная растительного дубления, верхний слой кожа хромового дубления в толщине 0,8 мм. Здесь я тоже немножко зашлифовал мелкой наждачкой. Первое, что мы сделаем, это нанесем грунт на урезы. В случае кожи растительного дубления с полированным торцом грунт наносить не будем. То есть нам грунт нужен для того, чтобы он проник в торец и склеил все волокна, то есть создал такую небольшую пленку на поверхности. Грунт филлер, мало что о нем знаю, потому что информации немного в интернете. Похож он на клей ПВА с виду. Перед нанесением нужно немножко размешать. Так, и наносим. Наносим ручкой специальной. Делаем первый слой. Чтобы избежать вопросов по поводу того, где я покупаю химию и инструмент, под видео оставлю ссылки на магазины, в частности на официального представителя Kendo Farben в Украине, если кто еще себе не нашел. Стараемся наносить средство так, чтобы было поменьше пузырьков на торце. В случае этого грунта нужно дать подсохнуть торцам не менее получаса. Торцы высохли, грунт впитался, то есть первый слой он проникает в торец, скрепляет волокна, остается такая прозрачная пленка, но при этом фактура торца она остается, то есть мы можем видеть линию склейки двух кож. В отличие от синтофила, этот грунт он более прозрачный и пленка его гладкая, то есть ее можно не шлифовать. Теперь наносим второй слой.
Грунт наносим в достаточно большом количестве, конечно, в меру, но чтобы через него не просматривался основной цвет кожи. То есть, чтобы покрытие оно было белым, непрозрачным. И стараемся, чтобы поменьше оставалось пузырьков. Даем подсохнуть около часа. Грунт высох. Образовалось на торцах ровное покрытие, гладкое. Мне этот грунт больше нравится, чем синтофил, потому что вот сейчас получилось, по сути, уже готовое покрытие для нанесения краски. То есть его не нужно шлифовать, все гладко. Есть такой объем небольшой, то есть бугорок, и можно уже наносить краску. На более широком торце, там где склеивали две кожи, здесь осталась видна небольшая такая бороздочка на стыке кож. Вот. Ее можно попытаться исправить нанесением третьего слоя, как я делал в первом видео. Но чтобы сэкономить время, оставлю торец в таком виде, закрасим. А кому будет нужно, уже поэкспериментируйте в своих условиях. То есть сколько там, может, нужно будет 3-4 слоя, допустим, наносить, если будет прям сложный торец. Итак, переходим к нанесению краски. Краску будем наносить Orly серии SL. Это черная глянцевая краска. В серии SL есть еще полуглянец и матовая. В нашем случае будет глянец. Перед использованием краску нужно перемешать. Если долго не используете, я так понял, пигмент он оседает, то есть ее нужно перемешивать. Наносим ручкой. Все как обычно. Так, первый кусочек готов. Теперь на склеенные кожи нанесем краску. И я надеюсь, что краска скроет вот эту бороздочку между слоями кожи. И третий торец, просто полированный, с клеем СМС. Тоже посмотрим, что с этого получится. Так, торцы покрыли, сохнуть даем 15-20 минут. Краска на торцах высохла, и теперь можем оценить результат проделанной работы. Что касается моих личных ощущений, применение грунта филлер по сравнению с синтофилом мне больше понравилось.
и в процессе работы, и само как бы финишное покрытие. То есть с ним работать быстрее, не нужно полировать, можно нанести 2 слоя и получить хороший результат. Теперь посмотрим на наши образцы. Покрытие получилось качественное. То есть при изгибах с ним ничего не происходит, оно не повреждается. Краска легла плотно, нету никаких пробелов, цвет насыщенный. В общем, все как нужно. Само покрытие гладкое, без дефектов, без изъянов. То есть филлер, он выровнял все и создал такую гладкую пленку, на которой краска вот просто как бы закрепилась и повторила то, что уже создал в принципе грунт. То есть краска, она не должна выравнивать нам торец, она просто как бы ложится на уже подготовленную поверхность. И то, как мы нанесем грунт и какой грунт сделаем, так торец будет выглядеть. То есть здесь вот видно, что бороздочка это между склеенными кожами, она не убралась. И в принципе это можно было убрать нанесением 3-го слоя грунта. Но с другой стороны это не критично. То есть можно это все оставить как декоративный элемент. Если, допустим, эта бороздочка, она будет идти через все изделие. То есть оно как дефект не выглядит. Покрытие вот именно с глянцевой кожи получилось как зеркальное. При том, что обычно глянцевые краски, они наоборот подчеркивают различные такие как бы тут царапинки, то есть все на них видно. Здесь же этого ничего нету, все получилось красиво. Очень хорошо сочетается с лаковыми кожами, можно оценить. При том, что окрашивают торцы не так давно, результат получился, на мой взгляд, достойный. На изделиях будет выглядеть шикарно. Это один слой, тоже все ровненько, все красиво. В первом видео мне больше всего понравился результат на образце, где я торец просто заполировал без нанесения грунта. Здесь же ситуация обратная. То есть вот тот торец, который полировал, но не наносил грунт, на нем видны вот такие какие-то микродефектики вот какие-то. То есть торец, он получается как текстурированный. А на образцах с грунтом этого ничего нету. Все как вот зеркало получилось. Очень красиво. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.